Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как сделать вот такие замечательные пышные банты на резинке. Резинка вшитая, банты из фатина. Вот смотрите, два банта. Это просто... Смотрите, какие. Очень воздушные, пышные, большие банты. На любой праздник, на 1 сентября, на выпускной, в садик, в школу, для девочек, на любой праздник, на день рождения, на фотосессию, куда угодно эти банты пригодятся. Как их легко сделать? Как сделать, я вам сейчас покажу. Нам понадобится вот такой фатин. Фатин в шпульке средней жесткости. Длина фатина 22,5 метра. Высота вот здесь, высота вот этой ткани получается 15 сантиметров. Прям ровно, нам ничего не нужно будет обрезать, нам вот эта вся высота и понадобится. Итак, мы с вами берем фатин. У меня вот такой в рулоне. Фатин средней жесткости. Нам нужно отмерить в длину 50 сантиметров. Так, 50. И наматываем, сколько нам нужно. Теперь вот то, что я намотала, мне нужно здесь каждый вот так прорезать. Либо можно по отдельности каждую заготовочку сразу отрезать и откладывать. Я делаю вот так, сразу намотаю по 50 и разрезаю. На один бант потребуется 8 вот таких заготовочек по 50 сантиметров в длину. 15 сантиметров высота, 50 длина. И на один бант потребуется 8 заготовочек. Я их откладываю. Теперь беру 4 штучки. Четыре заготовочки. И складываю края, так, чтобы они у меня ровненько были. Итак, мы сложили и вот так пополам складываем так, чтобы у нас сошлись наши края. Вот таким образом получается вот такая лента 50 сантиметров в длину, а в высоту она будет 7,5, потому что у нас общая 15, и мы ее пополам сложили. Закрепляем иголочками, булавочками, что у вас есть. Итак, смотрите, я закрепила по краям и по центру. У нас получается вот здесь края немножко неровные, поэтому я подрезаю немножко, чтобы были плотные ровные края. И с другой стороны то же самое. Откладываю. Нам нужно для одного банта 2 вот таких заготовки. Берем иголку, белые нитки.
Продеваем и себе отматываем. Немного и немало, сантиметров 30, чтобы у вас было сантиметров 30 вот нитки. И начнем шить с вами бантик. Смотрите, берем первую заготовку. Так, с краю продеваем нитку. И в центр вот так вставляем, чтобы нам затянуть. Затянули, все. И начинаем вот так, вот таким образом прошивать. Через небольшой отступ, может быть отступ сантиметр. Отступ получается у нас. А снизу не делайте большой отступ, смотрите, чтобы просто вы все слои затрагивали, то есть чтобы все слои сшивались. Берем вторую часть и просто продолжаем. Теперь стягиваем. Все плотненько, чтобы было стянуто. Вот мы стянули. И нужно край нам закрепить, чтобы у нас эта стяжка не съезжала. Вот смотрите, вот такая у нас получилась гармошка, стяжечка. И нам нужно теперь вот эти края тоже сшить. Вот так раскрываем вот эту всю часть. Так берем в одну руку. И нам нужно соединить два конца вот здесь. И получается вот эту всю часть мы вот так прошиваем вместе. И стягиваем хорошо. И в конце хорошо тоже прошиваем еще раз. Вот что у нас получилось, да? У нас вот с этой стороны у нас будет резиночка. Берем резиночку, какая у вас есть. У меня вот такие хорошие плотненькие резиночки. И ниточку мы не обрезали. Вот она у нас как осталась. Мы берем резиночку. И вот сюда продолжаем ее вшивать.
Вот я прям по центру сюда вшиваю резиночку. Все, прошили по всей вот этой длине до конца. И нам нужно закрепить вот здесь в конце. Берем, закрепляем. Обрезаем все лишнее. Вот у нас получился бантик. Вот у нас резиночка. Резиночка вшитая. И теперь этот бантик нам нужно сделать бантом. То есть мы каждый наш слой берем и вот так поднимаем. Сначала одну часть, у нас же из двух, получается, заготовок сделано. Поднимаем каждый слой. У нас получается 8 слоев. Смотрите, какой он сразу пышный становится, большой. Так, каждый слой, у меня последний слой, друг от дружки вот так отделяем в разные стороны. Вот у нас резиночка наша вшитая, вот здесь осталась. И вот такой вот бант получается. Смотрите, какой он пышный. Хороший пышный бант на резинке. Все то же самое повторяем и делаем второй бант. Можно сразу сделать 4 заготовки, сразу прошили, сделали 2 банта. И все. На любой праздник, на любой концерт у вас будут бантики вот такие замечательные. Я использовала фатин. Фатин в шпульке. В рулоне 22,5 метра. Поэтому этого хватит. Этого хватает, получается, на 4 банта. 22,5 метра хватит на 4 банта. Где купить такой рулон, я оставлю ссылку в описании. Именно вот такой фатин, он средней жесткости. Он и не мягкий, и не жесткий, такой хороший. И банты получается, да, что они мягкие, они слишком мягкие, жесткие тоже. А вот этот такой средней жесткости, и он держит форму, очень хороший. Получается бант из вот такого хорошего фатина. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки этому видео и всем пока!